Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить викторианский кукольный наряд для стимпанк-образа. Вопреки сложившемуся стереотипу, стимпанк – это вовсе не навешивание шестеренок во всевозможных местах. Механизмы в настоящем стимпанке должны быть рабочими, пусть и только на вид, и шестеренки, по крайней мере, должны выполнять какую-то практическую функцию, хотя бы что-то держать или скреплять. Стимпанк имеет множество подвидов, но в одежде это всегда стиль викторианской Англии, с его корсетами, кринолином и тому подобным. И сегодня наш наряд мы начнем с юбки. Для нее я выбрала форму арки. За основу возьмем нижнюю юбку. Для воздушности снизу пришьем сборенную полоску фатина. А вот такая ткань пойдет на верхнюю юбку. К ней с изнаночной стороны я пришью сборку плотного и зернистого шелка. Вот такие получатся слои. Итак, для начала протягиваем нить по прямому краю нижней юбки. Простым швом вперед иголка. И обернув юбку о талию куклы, стягиваем нить. Сшиваем края, замыкая в кольцо. Далее таким же образом собираем полоску фатина и пришиваем к подолу юбки. А чтобы закрыть шов с лицевой стороны, можно пришить присборенную полоску того же шелка или взять атласную ленту. Верхнюю юбку выкраиваем примерно на 2 см короче, а чтобы она не топорщилась, можно задрапировать складки, зафиксировав, например, бисером через 1 см в шахматном порядке. Также делаем застежку, например, липучку, и чтобы она лучше держалась, можно сделать пуговку из бисера. Формируя складки, сшиваем полоски рюши между собой и пришиваем ее к верхней юбке. Край также можно закрыть с лицевой стороны. И вот такая юбка у меня получилась. Теперь займемся блузкой. Сшиваем полочку и спинку по плечевым швам. Оформляем горловину. Делаем также сборку под грудью для лучшей посадки. Так как в этой блузке рукава фонарики, для начала их тоже нужно присборить. Совмещаем центры и вшиваем рукава в проймы. Оформляем края рукавов манжетами. Теперь сшиваем части по боковым швам, подшиваем низ и пришиваем застежку. Далее выкраиваем детали корсета и сшиваем детали, наложив их друг на друга. По краям корсета будем делать петли для шнуровки. Вдеваем нить в иголку и складываем пополам. Теперь берем за ниточки по сторонам от иглы и скручиваем их в разные стороны. Затем аккуратно сдвигаем нити к центру, и они начинают накрепко перекручиваться между собой. Обозначаем края корсета и, сложив по этой линии на расстоянии примерно 3 мм, делаем петельки, одновременно прошивая край. Чтобы петельки были одинаковыми, можно подложить, например, спицу или иголку. С другого края делаем петли симметрично. Теперь украсим наш корсет, например, разрисовав его акриловыми красками. Я возьму золотой цвет и оформлю линии стыка деталей, а также поставлю точки по центру. Также звенья декоративной цепочки пришиваю на боковые сегменты.
Аккуратно расправляю шапочку для бусин. И пришиваю ее на грудную часть. Из этих частей я также сделала своего рода серьги. Теперь наденем наш наряд. Сначала блузку, юбочку, и осталось только зашнуровать корсет. А также дополнительная деталь — чокер на липучке с кошачьим бубенчиком. И готово! Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!